Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что скоро произойдет, что скоро случится, давайте узнаем. События на пороге. Март 2026. И вот, по сути, весна у нас в первую очередь на пороге. Причем вот-вот, совсем скоро. Время просто мчится. Мне кажется, недавно мы еще с вами готовились к Новому году, а вот уже весна, зима завершается. Давайте с вами узнаем. И у нас два прогноза в одном. И в начале карты старинного цыганского пасьянса нам расскажут больше о событиях, которые вот как раз и на пороге. Или то, с чего начинается, может быть, месяц март. И астрологически, планетарно я могу предположить, что те события, которые сформируются на начало месяца марта, они для вас и будут свидетельствовать о каком-то дальнейшем продолжении или как в ваших приоритетах. Давайте рассмотрим выпавшие карты с позиции позитивной психологии, позитивного мышления. Будем как минимум добрее к самим себе. Вот давайте предположим, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, что же скоро случится, с чем связаны эти события или что с этими самыми событиями пытается войти в вашу жизнь? Итак, смотрим. Вы знаете, тут смотрите, нож. Иногда это ссора, иногда это, ну, может быть, и не ссора, но какое-то, знаете, напряжение в отношениях. У кого-то это может касаться работы, но у кого-то это может касаться и личной жизни. И я не исключаю, конечно, что может и ситуация такая возникнуть, когда вам захочется кому-то ответить, захочется парировать. Но, наверное, март, где-то в продолжение февраля у нас начинается еще март, в период коридора до затмений, до 3 числа. У нас коридор затмений, но вот все равно тут какая-то явно ситуация будет присутствовать из прошлого. Прошлая ситуация по работе, прошлая ситуация со знакомыми людьми, персонажами, которые тоже вы знаете. Вот есть вот то, что невидимо, но в принципе нам знакомо. Наша задача как будто тут перестроить что-то на новый лад. Или адаптировать, самим, может быть, адаптироваться. Ну, это чисто планетарно. Я же вас приглашаю на свой сайт. Последняя неделя, вот у меня прописано с 23 февраля по 1 марта. Но вот я постаралась. Почему? Потому что конец февраля – это как раз у нас и идет коридор затмений. В этой статье основные вот как тенденции для каждого знака зодиака я прописала. Поэтому оставлю ссылку, прочитайте. Тем не менее, смотрите, мы говорим ссора, да, или напряженка. Лицо – это вообще изображение цыганки, но прописано именно лицо. Тот человек, кого мы недостаточно хорошо знаем. Значит, тут вы можете, и где-то это соответствует планетарно вашему знаку зодиака, или это, знаете, как своего рода жизненный экзамен. Те, о ком вы думали очень хорошо, вы можете изменить мнение и признать, что, ну, не все может быть так хорошо. И наоборот, о ком вы были, ну, не самого хорошего мнения, тут вы можете для себя открыть, а ведь человек на самом деле ничего плохого не задумал. Здесь могут быть метаморфозы с людьми, но все же это лицо, если мы сказали, вы недостаточно хорошо знаете, не делайте, с учетом мною сказанного ранее, не делайте быстрых скоропалительных выводов. Уверенность у вас идет, поэтому не время тут ну, как-то торопиться, спешить. У кого-то из вас иногда это может быть как новое знакомство, новое какое-то контактное лицо, уверенность, гости. Бокал – это гости. Либо вы в гости, либо к вам гости, может быть и так. Смотрим, что дальше. Тем не менее, исполнение желания. Корабль – один из символов Меркурия. С одной стороны, это где-то перемены, поэтому ожидайте, впереди перемены. Вообще хорошее настроение. Пусть, может быть, начало марта, может быть, первые дни, или вот какая-то, как я сказала, ситуация, которая тянется из прошлого. Люди могут появляться из прошлого с теми, с кем у вас был конфликт или не было каких-то договоренностей четких, может быть, здесь вам придется свои приоритеты расставить или собственные границы обозначить. Такое тоже могу предположить. Но, наверное, не создавать лишней конфронтации.
Вот куда-то как будто либо вы сами закрываете путь, либо, может быть, это вы что-то доводите до ума. Больше вижу именно так. Рядом у нас кот. Обозначает флирт, хорошее настроение в целом. Поэтому тут действительно есть возможность какое-то дело завершить и в чем-то поставить точку. Хотя, конечно, эта точка, она может быть поставлена совершенно по-разному. Но прямо в центре нашего пасьянса выпал именно корабль исполнения желания. Ну, даже если нам приходится альтернативные методы находить, у вас все получится. Смотрю, что мы можем еще соединить. И в нашем пасьянсе в крайних рядах карты по горизонтали и по вертикали мы можем тоже соединять. И вот пытаюсь увидеть, есть у вас что-либо в вашем раскладе? Да, есть. Победа, мои дорогие. Вот у кого-то будет победа над недопониманием или когда была какая-то прежняя ссора. Пусть это не ссора, а может быть это даже вот элементарно по работе или в личной жизни. Есть такие отношения, потому что когда меч всегда это, ну, как минимум на уровне, восприятия двух людей, а то и больше, такое тоже бывает. Но, видимо, как и уверенность, так и победа, она приходит именно потому, что вы, может быть, сумеете уладить что-то. Или где-то это будет, как и ваши собственные границы вы сумеете сохранить, но и для себя как будто скинуть какой-то груз. Вот у кого-то может быть связано это и с работой также, когда вы понимаете, может быть, прежде вы не хотели этим заниматься, или когда на рабочем месте какие-то обязанности меняются, или вам хотят еще одну добавить, да. Вот тут есть возможность, надо не ссориться, а красиво, как-то гибко. Может быть, вам и придется выкручиваться, тогда у вас это получится. Вам это точно. Четко обозначенные границы хотя бы для самого себя будут буквально помогать, чтобы, может быть, не согласиться на то, что будет отрывать у вас много из времени и сил. Но шаг за шагом вы тут можете с чем-то разобраться или для себя, как выяснить какой-то вопрос, или решить этот самый вопрос или задуманную тему. Все же я тут больше вижу вот именно доведение чего-то до ума, до толка, да, так и хочется сказать, и это приносит радость. Пойдем с вами дальше и давайте узнаем, у карт Таро, что же нового идет в вашу жизнь, события будущего в марте месяце и что из прошлого. Возможно, вы в чем-то поставили точку, оказалось вовсе не точка. Так вот, что там у вас из прошлого и к чему это тогда все идет? И что прояснится? Возможно, вы, как я говорила, откажетесь от чего-то или завершите что-то сами. И исходя из этого, что вас ждет в ближайшее время, в ближайшие дни. Так что же новое? Ну, тут могут быть и новое, как хорошо забытое старое. У кого-то взаимоотношения, у кого-то все то, что я долго говорила по пасьянсу. Погасить какой-то конфликт, буквально это новое, как будто в вашу жизнь входит новая энергия от того, как вы сумеете с кем-то договориться, или, может быть, какую-то ссору тоже нейтрализовать. То есть договариваться факт придется. Для кого-то это личная жизнь, вопросы любви, вопросы пары. Ну, не обязательно личная жизнь, имеется в виду любимый человек, но тут явно согласие порождает больше доверия, больше ясности в каком-то в новом, может быть, даже деле и вопросе. У кого-то это будет связано с тем, что вы будете себя чувствовать именно уверенно, потому что здесь явно есть взаимосвязь от того, как вы умеете договариваться, и ваш финансовый эквивалент. Тут буквально деньги. Ну, это и не само по себе идет в жизнь, но идут в жизнь возможности, скажем, заработка. Я не рассматриваю легкие деньги, потому что легкие деньги опасны, это я всегда повторяю. Но, может быть, лотерейку какую-то купить и можно, но все-таки мы не рискуем собой, это точно. Причем дважды, особенно и сейчас это актуально, а после 26 апреля, когда Уран переместится окончательно в Близнецы, у нас окажется 2 планеты, метаморфоз, которые очень любят вот такие, знаете, игру судьбы. Или будем это говорить, тут не совсем игра, это то, что мы не видим, не предполагаем, и вдруг резко меняется Плутон и Уран. Революционные перемены.
какие-то быстрые завершения. Так вот, у нас с конца апреля уже 2 как будто такие важные планеты в этих энергиях окажутся в знаках зодиака стихии воздуха. Поэтому метаморфоз будет больше. Это я так немножко наперед, чтобы вы понимали, что все риски, если даже где-то ваша страстная натура просит: "Нет, мои дорогие, вот этому точно не время". Ну, а лотерейку почему бы не попробовать? Она ни к чему не обязывает. Здесь больше вот именно о договоренностях, о том, что вы у кого-то это может касаться работы, нахождения работы, от того, как вы договоритесь, от того, как вы раскроете точно таланты. Здесь именно может какая-то ситуация решиться у кого-то банально по личной жизни. К примеру, даже если какие-то слушания в суде были вот по поводу финансов, имущества, споры, тогда двое могут договориться, понимаете? То есть все равно контакт, договоренности, ну и материальный эффект. А что же там из прошлого? Давайте узнаем, что же идет в вашу жизнь, что скоро случится. У кого-то дела семейные, домашние. Даже если вы сейчас один или одна, а ведь и правда, тут какая-то личная история может у вас начать развиваться. Я, кстати, не исключаю, что может быть и какое-то новое знакомство. Но тогда это скорее то знакомство, которое начинается не со страстной любви, а скорее либо с дружбы, либо даже с конфликта. Вот для кого-то хотела сказать, но не стала забегать вперед. Лицом мы сказали и конфликт. Иногда вот новые люди, как я уже говорила, кого вы узнаете, вы можете познакомиться с человеком, но преамбула знакомства именно какая-то конфликтная ситуация, так тоже бывает. Может быть и по работе. Или, ну, иногда это, да, в любом месте может, хоть в магазине, хоть в очереди, допустим, к кабинету какого-то чиновника. Или, может быть, еще какая-то еще ситуация, когда коса на камень находит, да, и вдруг двое людей пытаются ну, как бы каждый отстаивает свою точку зрения. Ну, в споре иногда рождается истина, не всегда, правда, но иногда рождается. Поэтому будьте внимательны. Любой действительно спор или конфликт лучше завершать нейтрально. А у кого-то из вас какая-то прежняя история именно по личной жизни. Это у нас то время, когда могут еще возвращаться бывшие. И бывшие тут могут быть и вопросы по части документов. У кого-то это связано с недвижимостью, к примеру. По десятке кубков это тоже может быть. Ну, или те знакомые вопросы, которые, может быть, вы даже уже махнули на это рукой. Вот смотрите, 2 десятки. И это мы спрашиваем, что из прошлого. Я не исключаю, что может создаться такая ситуация, когда вам придется даже встретиться с экс-партнером, совершить правильные какие-то беседы, суметь договориться, чтобы не было оскомины или каких-то взаимных обид, но, может быть, глядя друг другу в глаза, все же по десятке жезлов мы действительно освобождаемся от какого-то бремени. Поэтому для кого-то из вас это какая-то тянущаяся история. Может быть, она была именно связана с личной жизнью. Но теперь у нас выпадает карта «Восьмерка Пентаклей», и эта карта одна из лучших на работу. И у кого-то вот этот триплет, и что из прошлого, да? У кого-то перестановки на работе банальные, изменение руководства или изменение графика. Я также не исключаю, поскольку рядом десятка жезлов. Здесь какие-то перестановки на работе или новые даже люди, кстати. Когда меняется и уклад, и порядок, и у кого-то даже может измениться, буквально может быть как филиал какого-то офиса, или вы сами меняете работу, но здесь вы более так продуктивно смотрите на те вопросы из прошлого, и неважно, либо это касалось раньше чувств, значит, вы можете так рационально понять, нужно вам что-то продолжать или нет. Но то же самое касается и заработков, и работы. Все же деньги, посмотрите, 2 позиции. И одни из лучших карт именно на деньги вам выпадают. Кстати, туз пентаклей — это карта шанса. Ну так а что же тогда прояснится? А вы знаете, тут какая-то запутанная история будет проясняться. Могут быть метаморфозы с людьми, к примеру. Вы на кого-то рассчитывали прежде. Или были прежние договоренности, вы были уверены, что ну, человеку можно доверять или
Вы действительно договорились и были уверены, что ну вот я пока подожду, пока придет ответ. Здесь вы можете тоже для себя как раз или проясняется ситуация, что либо у человека что-то поменялось. Но, мои дорогие, совершенно случайно может выясниться, что кто-то о вас забыл. Вот о данных обещаниях, о том, что вы, может быть, вот как раз это будет касаться какого-то либо ожидания. И, как я говорила, вы делаете выводы о людях, вас окружающих. Это может быть и близкое окружение, это может касаться работы, у кого-то, я допускаю, и родственников. Потому что, ну, может быть, так происходит. Где-то это присутствует в каждом, ну, из трех, да, наших микрораскладов. И думали о человеке, что можно доверять, а тут поймем, что нет. Для кого-то наоборот. Вы думали, что нет, на этого человека лучше не рассчитывать. И здесь вы придете к выводу, что, а по сути, даже если, ну, рисковат был человек, плохого он мне не желал. Но здесь я должна сказать, что прояснится. Все же это у нас карта информационного хаоса, когда очень много информации, которую нам перелопатить буквально приходится. Но здесь будет больше какая-то запутанная история, которая стремится к концу. У кого-то это может быть из вас связано. Смотрите, два старших аркана. Страшный суд и карта мага. У кого-то будет буквально, может быть, человек, который рожден под знаком зодиака, стихия. Тут даже не стихии, а 2 знака, так правильнее сказать. Либо это близнецы, либо это дева. Иногда карта мага, потому что управляются оба знака зодиака планетой Меркурий. И у вас здесь, смотрите, я говорила, корабль- один из символов Меркурия. Так вот, тут, правда, у вас могут быть связаны перемены, буквально перемены, какие-то поворотные моменты, судьбоносные причем. У вас старшие арканы однозначно говорят, что у вас проясняется какая-то, ну, либо сложившаяся, и причем эта ситуация не нова. Тут что-то из прошлого будет проясняться. С работой, с людьми, может быть, взаимодействие с кем-либо. Но явно это очень знакомо. И я могу предположить, что вы как будто от чего-то устали. А по страшному суду, ведь по сути это наше выздоровление. Это практически переход. Или вот это, знаете, как пороговое значение между прошлым и будущим. И окружает вот этот переход множество каких-то недоговоренностей, какого-то или какой-то путаницы всегда по пятерке жезлов. Или когда вам нужно буквально делать выбор, и он будет связан с людьми, кому доверять. Где-то сами будьте в энергиях мага. Давайте так уже рассматриваем это, ведь вам выпали эти карты. Поэтому что-то стремится к завершению. Вот мы говорили, да. 20-й старший аркан– это уже мы уже до точки что-то доводим. И более того, от того, как вы определитесь, у вас вы как маг-волшебник, будем говорить. И вот эти энергии, такие хладнокровные, не до ссор, не до буквально выяснений каких-то горяче-страстных, нет. Если и мы проясняем, и тут нужно прояснить, но тогда мы это делаем очень филигранно, скорее всего, понимаете, когда, с одной стороны, не должны быть мы открытой книгой, а когда мы так вот резко, эмоционально с кем-то строим разговор, мы об этом редко задумываемся, но на самом деле мы открытая книга для людей. Сразу видно, что нас цепляет, и в этот момент мы уязвимы. Вот поэтому магом и волшебником, видимо, для вас, хотя это не про магию, это про практику, маг– великий практик. И, безусловно, что его отличает? То, что он умеет очень хладнокровно принимать решения, и надеется он сам на себя. Поэтому какая-то горячность, она, ну, сейчас в марте этому точно не время. Время все расставлять по местам. Время задавать себе вопросы, куда же я иду и с кем. Но если мы спросились, что же уйдет, или вот с учетом вот этого закрытого пути, от чего вы откажетесь сами. Ну вот правда, какая-то путаница, неразбериха. Словно или туда, или сюда. Чему я отдаю предпочтение? Может быть, это касается взаимоотношений. Какой-то сложный выбор.
который сложился или тянется из прошлого. Более того, тут, правда, опять же, есть и люди, о которых вы думали, может быть, и несколько лучше. Паш чаш- это может быть незрелость конкретного человека. Может быть, это для кого-то из вас пажи, иногда наши дети даже. Ну, дети, племянники, внуки. Тут у каждого, ну, это тот человек, может быть, который вхож в ваш дом. И тоже тут какие-то выводы мы делаем. Именно вот в этой колоде, как будто поросенок с крыльями, да, мы кому-то доверяли, мы что-то представляли, мы любили всей душой, потом мы понимаем, и нет, как будто свиньи не летают. Как бы жестко это ни звучало, но, может быть, это вот какая-то инфантильность. Вот, кстати, пятерка жезлов, она тоже говорит иногда о человеке, у которого недостаточно опыта, или тот, который, ну, как-то вот ему легко по жизни, или ему хочется, он ищет вот именно каких-то легких путей, может быть, так. Но вас-то вот в этот период точно не будет это устраивать, потому что для вас основной символ– надежность. И что же это будет еще? Опять нам про деньги, мои дорогие. Может быть, это у кого-то даже личная история, когда касается бюджета семьи или вашей помощи кому-то. Время делать выводы, вот правда. Вот что завершится, потому что вы сделаете какие-то выводы. И, может быть, это финансовая история. Вот даже с такой банальной позиции, когда вы кому-то прежде помогали, а вы можете помогать. А потом поняли, что да, это как бездонный колодец. И говорят, сэкономил 2 раза заработал. Поэтому я могу сказать, вы свои бюджеты будете точно пересматривать. Как будто вот везде, да, в каждой из этих трех как бы позиций, везде присутствует материализм. Но, значит, время для вас, мои дорогие стрельцы, видеть вещи целостными и реально. И взаимодействовать не совсем вот в тех энергиях, как для вас может быть привычно, а вот маг- это у нас все-таки больше серый кардинал. И это, я вам могу сказать, точно будет очень хорошо помогать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, а также за вашу помощь, поддержку, за вашу душевность и комментарии. Всегда читаю, не всегда отвечаю, но читаю, поверьте, всегда. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылкам в описании и читайте мои публикации на моем сайте. Подписывайтесь на телеграм-канал. Буду вам искренне рада. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.